Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Добро пожаловать на наш канал! Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы быть в курсе новых видео. Когда Джихан обнимает его и Хансер говорит, что ребенок не твой, Джихан замирает. Затем Джихан говорит: «Ты думаешь, я настолько глуп, что не пойму, что ты говоришь, чтобы отказаться от тебя? Ты мой кинжал», и держит его за руки и смотрит ему в глаза. Когда Ханчер спрашивает: «Почему ты мне так доверяешь?», Джихан отвечает: «Я знаю тебя лучше, чем ты», а когда Ханчер продолжает лгать, Джихан очень злится. Бейза рассказывает Гэже Мукаддер, у которой случился инсульт, что Джихан усыновил ее сына и дал ему свою фамилию. Когда Гульсим приносит свой телефон, Бейза немедленно звонит Джихану. Когда Джихан говорит, что врач сказал, что некоторые ценности занижены, нам нужно быть осторожными, когда Хансер говорит, что этот ребенок мой, Джихан очень злится и говорит: «Не говори так». В тот момент, когда Хансер видит, что звонит Бейза, и говорит: «Твоя жена звонит, она голодна», Джихан злится и говорит: «Не переставай звонить своей жене». Когда Синим говорит, что они не могут снять дом, ее мать и отец спрашивают, есть ли в этом проблема. Когда Синим говорит, что помогла подруге, отдав деньги, которые мы сэкономили в сторонке, ее мать злится и говорит, что у ее отца есть причина, и он объяснил ей ее. Синим говорит, что не сказала, кому она это дала и почему. Когда Джихан говорит Ханчеру: «Я сделаю все хорошо как можно скорее, этот ребенок – наш шанс», Ханчер сходит с ума и говорит: «Какой шанс, Джихан, ты не понимаешь. В моей жизни есть кто-то еще. Точка». Джихан загоняет его в угол, говоря: «Ты пытаешься свести меня с ума, что ты пытаешься сделать, ты мстишь мне, я не хотел жениться на Бейзе, давай, скажи мне, это наш ребенок». Когда госпожу Мукаддер привозят в больницу, врач говорит, что похоже, что она частично парализована, пусть сдадут все анализы и мы сможем снова поговорить. Ханчеру трудно убедить Джихана, но Джихан ожидает, что он скажет, что этот ребенок наш. «Пока твои глаза будут такими, ты никогда не будешь ни с кем, кроме меня». Он говорит: «Ладно, отложи нашу любовь, в твоей ткани нет ничего подобного, твое сердце чистое, как у ребенка, мы через это прошли. Очень тяжелые дела в последнее время, ты прав, но не делай этого со мной, спроси, пожалуйста, свою совесть и ответь мне так». Когда Нусрет приходит в больницу навестить дочь и спрашивает о состоянии ее сестры, Бейза говорит, что мы ждем результатов анализов. Потом я спросил: «Звонил ли ты Джихану?» Я позвонил ему, он сначала не ответил, потом я позвонил ему, и когда он сказал, что он полностью закрыт, Энгин сказал, что знает. Бейза говорит, что я ему тоже звонил, но он скрывает это и не говорит мне. Когда Ханчер настойчиво прячет этого ребенка, говоря, что он не твой, Джихан говорит: «Нет, я этому не верю». Когда Даггер хочет уйти, он не позволяет этого и говорит, что ты не можешь уйти, пока не скажешь правду. Ханчер говорит, что изменится, если я скажу тебе, что ты будешь делать. Когда Ханчер говорит: «Хватит, уйди из моей жизни», Джихан говорит, что я уйду, но это не так-то просто. Когда Энгин приходит в больницу, врач говорит, что он частично парализован и речь со временем улучшится, но о его способности ходить я ничего сказать не могу. Поскольку он не смог связаться с Энгином Джиханом, он оставил голосовое сообщение и сказал: «Я не смог с вами связаться. Состояние вашей матери серьезное. Возьмите трубку. Джихан призывает вас, вы не можете никуда пойти, не сказав мне, кто вы в своей жизни, я не оставлю вас без ответа». Чтобы избежать давления, Даггер заходит в комнату и запирает дверь. Нусрет и Бейза говорят о том, что Джихан равнодушен и никогда не отходит от Ханчера. Когда Нусрет говорит: «Вы привязали дитя мира к нашей талии», Бейза говорит: «Не волнуйтесь, на этот раз мы не будем теми, кто обожжется, у меня есть план». Йонка расстраивается и плачет, потому что не может кормить ребенка грудью и не может быть с ним. Когда Таяр утешает ее и уходит, Йонка звонит, как если бы она звонила из семейного медицинского центра, и пытается узнать о состоянии ребенка. Мисс Фадиме сначала взяла бутылочку, но теперь не берет ее. Когда я спрашиваю, как мне приучить ее к ней, она говорит, что это может быть Йонка, но обязательно покормите ее, чтобы она не голодала. Если она не ест, отвези ее к врачу.
Джихан говорит, как только он выйдет за дверь: выйди, посмотри мне в глаза и скажи, кто этот человек. Даггер в ярости выходит из комнаты и спрашивает: я здесь, я смотрю тебе в глаза, это нормально? Когда Джемиль сидит перед продуктовым магазином, чтобы перевести дух, приходит знакомый и говорит: у меня для вас хорошие новости. Вы знаете чьего-то Редвана, продавца сушеных орехов, у которого в прошлом году умерла жена, теперь он хочет начать снова семья с лучшим человеком. Когда он спрашивает жениха для твоей сестры, Джемиль говорит: что ты скажешь? Человеку никто не нужен, он может жить одной рукой с маслом и одной рукой с медом. Твоя сестра жила в особняках и привыкла к этому. Он говорит: пусть твоя сестра будет моей сестрой в этом мире и в загробной жизни. Красивая женщина, когда узнает, что она разведена, соседская собака последует за ней. Когда Нусрет подходит к двери Дерья, когда Дерья видит его, она закрывает ему лицо, потому что нас нет дома. Когда Нусрет стучится в дверь с просьбой открыть дверь, Дерья говорит, что он точно это видел и убьет и меня, чтобы не оставить после себя следа. Когда Ханчер и Джихан встречаются лицом к лицу, они тайно влюбляются в Илана. В этот момент Мелих звонит Ханчеру. Ханчер кладет телефон в сумку и спрашивает, кому звонит Джихан, но она не хочет отвечать. Джихан говорит: откройся, поговори у меня в глазах, если это мужчина, он придет, заберет тебя у меня и позаботится о тебе. Айсу приходит к Мелиху и сообщает ему, что госпожа Мукаддер нездорова и они не могут связаться с Джиханом. Мелих задается вопросом, выключен ли телефон Ханчера, и они вместе. Когда Мелих говорит, что ребенок не принес мира в особняк, Айсу говорит, что проблема не в ребенке, а в его матери, этот ребенок был бы от сестры Ханчер, вы бы видели. Мелих говорит: давай я куплю тебе мороженое, хватит твоей клеветы. Джихан не оставляет Ханчера и запирает его дома. Он говорит Джихану: я никому не позвоню, мне не нужно тебе ничего объяснять, ты для меня больше никто. Когда Джихан говорит: так, позволь мне тогда позвонить твоему брату, Даггер этого не хочет. Пока Дерья говорит о том, что Нусрет говорит: я ничего не знаю, как будто она все понимает, приходит Джемиль, а вы спрашиваете, что ты говоришь, твой муж дома или нет. Когда Ханчер умоляет его не звонить, Джихан говорит: позволь мне сказать тебе, почему ты не сказал своему брату, потому что такого человека не существует, этот ребенок принадлежит нам обоим. Джемиль очень злится, когда Нусрет оскорбляет Ханчера, говоря: какие вы бесчестные люди. Когда Нусрет просит вас сначала сказать мне, на чьей груди находится ваша сестра, Джемиль и Дерья замирают, а Джемиль роняет вещи, которые держит. Ханчер говорит Джихану, что ты хочешь верить в мечту, но в реальном особняке твой сын и Бейза, твоя настоящая семья. Когда Айсу хочет уговорить Мелиха извиниться перед матерью и поговорить, Мелих уговаривает его отослать его для еще одного сюрприза. «Ты будешь ненавидеть меня, моя дорогая, мне придется терпеть это ради моего ребенка», — говорит Даггер. «Я хотел, чтобы мы покончили с этим, прежде чем мы так утомим друг друга». Когда он открывает дверь, он обнаруживает внутри брата Джемила. Перед ним. Пока Джемиль говорит, что тебе стыдно, Джихан и Ханчер встречаются лицом к лицу. Пока Ханчер пытается сказать, что все не так, как вы думаете, Джемиль злится еще больше, когда Джихан говорит, что я позвонил Ханчеру, и он закончил говорить. Джихан убирает руки Джемиля с его воротника и говорит: «Не заставляй меня подчиняться, потому что я не отвечаю». Джемиль говорит, что тебе следует в первую очередь позаботиться о своей семье, а пока ты здесь развлекаешься, у твоей мамы случился инсульт. Джихан потрясен и в этот момент не может говорить. Пока Нусрет приходит и рассказывает Бейзе, что он сказал Джемилю, Джихан звонит Энгину и спрашивает о состоянии его матери. Когда Энгин приходит к Бейзе и говорит, что у Джихана назначена встреча, о которой я не знаю, и что он уже в пути, Бейза говорит: «Я еще раз узнал свое место, как видишь, ты находишься на вершине своего босса». Список приоритетов. Пытаясь объясниться, Ханчер думает, что она любовница Джемиля Джихана. «Тогда зачем ты пришла сегодня? Что это за цветы и украшения? Девушка, что ты просила помощи у женатого мужчины. Неужели я больше поверю твоей лжи?
Я был ослом, я не мог причинить тебе вреда, но теперь мы будем говорить на том языке, который ты понимаешь, он тащит тебя за руку идти. Джихан хочет приехать в больницу и поговорить с врачом своей матери. Господин Нусрет, где вы были с утра? Эта девушка пришла за вашей матерью, когда ей еще не исполнилось 40, оставила ребенка, все здесь, но не могли ли вы выбраться из лона своей любовницы, Джихан Эфенди? Вы можете поделиться своим ценным мнением в разделе комментариев. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы увидеть больше видео. Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания.